Для тех, кто любит экспериментировать, создавать, творить и видеть результат, давайте вместе приготовим крем с пептидами и увлажняющими компонентами, который заменит вам походы к косметологу и уколы ботокса и гиалуроновой кислоты. Соединение двух эффективных пептидов дает нам результат локального блокирования движения мышцы, что в результате приводит к сокращению мимических морщин. А также такая комбинация усиливает выработку кожей собственной гиалуроновой кислоты, что сокращает глубину уже существующих морщин. Хотите научиться готовить такой крем? Смотрите это видео до конца, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. С вами Елена, канал Косметическая кухня Бьюр, где я простыми и доступными словами рассказываю о том, как готовить эффективную косметику своими руками. Сейчас на моем столе вы видите набор компонентов, купить которые можно в интернет-магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира. Из инвентаря для приготовления крема мне понадобятся специальные стаканчики, в которых мы будем нагревать фазы, мини-миксер с той насадкой, которая у вас имеется в наличии, палочки или ложечки для размешивания, а также обязательно точные ювелирные весы. Полный рецепт данного крема с процентами ввода, а также в пересчете на граммы вы можете найти в описании к данному видеоуроку. Итак, для начала я приготовлю жирную фазу. Для этого в стаканчике я уже смешала 3% эмолента сквалан, 2% текучего эмолента гасулин и L, а также 6% кунжутного рафинированного масла. Эмоленты и масла в рецептуре вы можете заменять, и о правильной замене компонентов я рассказывала в предыдущем видеоуроке. Ссылочку на него ищите в углу экрана и в описании к этому видео. И затем в данный стаканчик с эмолентами и маслом я добавляю 2 эмульгатора, сочетание которых приводит меня в полный восторг, а именно Оливем 1003% и фосфолипидный эмульгатор Амисол Трио 3%. Благодаря им получается плотная и нереальная нежная текстура крема. И сюда же к эмульгаторам я добавила структурообразователь Ланол П 1%, который помогает придавать эмульсиям густоту и богатую структуру. Если вы не знаете, как пересчитать проценты в граммы, переходите по ссылочке и читайте статью в блоге Бьюр, где мы рассказывали о том, как стать кремоваром, как научиться составлять рецепты и пересчитывать их из процентов в граммы. Ссылочку вы видите в углу экрана, а также в описании к видеоуроку. После смешивания компонентов из жирной фазы мне необходимо отправить данный стаканчик на водяную баню, нагреваться до температуры 75 градусов Цельсия, и нагреваться ему необходимо на протяжении 15-20 минут. При работе с эмульгатором Амисол Трио требуется длительное прогревание для получения стабильной эмульсии. По технологии его можно греть как в водной фазе, так и в жирной. Но мои личные опыты показали, что при нагреве эмульгатора в жирной фазе эмульсия получается круче. Затем я беру еще один стаканчик, в котором у меня уже заранее отмерено необходимое мне количество дистиллированной воды. И затем водную фазу я также отправляю на водяную баню нагреваться до температуры 75 градусов Цельсия. При эмульгировании очень важно, чтобы температура жирной и водной фазы были одинаковые. А пока обе фазы нагреваются на водяной бане, я приготовлю фазу активную. Для этого я беру стаканчик, в котором у меня заранее отмерено 4% дистиллированной воды, и добавляю в данный стаканчик 4% фукагеля. Я использую жидкий фукагель, который в данном рецепте выступает прекрасной увлажняющей добавкой. Также в активную фазу я добавлю 3% глицеринового экстракта из серии Cosmefitamis зеленый чай, который будет тонизировать кожу и улучшать ее эластичность. Размешиваем активы водичкой, потому что и фукагель, и Cosmefitamis достаточно вязкие. И затем вводим основные компоненты данного рецепта, а именно пептид X50 миоцепт в количестве 1%, который служит аналогом уколам ботокса и дает результат сокращения мимических морщин до 20%. И следующий пептид X50 Hyalufiller. Ввожу я его также 1%. Данный компонент стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и эластина и дает результат сокращения глубоких морщин до 35%. Оба эти пептиды очень экономичны при использовании, но при этом эффективны благодаря системе доставки косметические дроны. Поэтому в рецептуру их вводится всего 1%. Полное описание пептидов и исследование их эффективности вы найдете на сайте магазина Бьюр.
Затем мы снова размешиваем все компоненты до растворения в воде, откладываем стаканчик в сторону и будем переходить к этапу эмульгирования. Но прежде чем начать эмульгирование, я хочу добавить в жирную фазу консервант Euxil PE9010. Добавляю я его 1%. А в горячую водную фазу я хочу добавить 3% триголозы, которая способствует сохранению влаги в коже и намного лучше растворяется именно в горячей воде. Итак, наливаем жирную фазу в водную фазу при постоянном не очень активном перемешивании. И после того, как фазы проконтактировали, вы можете взять мини-миксер и размешивать данную эмульсию уже на более высоких оборотах. И затем, спустя несколько минут вымешивания на высоких оборотах, вы снова должны перейти на более низкий и размешивать эмульсию на низких оборотах, пока она не остынет до температуры 40 градусов Цельсия. Почему мы проделываем все эти этапы, вы можете посмотреть в другом видеоуроке, где я рассказывала про основные ошибки при создании кремовой эмульсии в домашних условиях. После того, как я вымешала эмульсию, и она остыла до температуры около 40 градусов Цельсия, вы можете увидеть, что она уже загустела, а мне необходимо ввести активную фазу. Переливаем ее и затем снова тщательно вымешиваем. И теперь вымешивать необходимо на невысоких оборотах до тех пор, пока эмульсия полностью не остынет до комнатной температуры. В конце приготовления крема, когда все фазы уже соединены и эмульсия остыла до комнатной температуры, я, конечно же, контролирую уровень кислотности. Как вы видите, уровень pH данного крема получился примерно 6,08-6,09. На самом деле кислотность можно оставить такую, какая она есть, потому что данный крем я готовлю себе для кожи вокруг век. Именно там мне необходимо заблокировать мышцы для того, чтобы мои мимические морщинки стали меньше. И для кожи вокруг век pH 6,0 более чем приемлемый. Но по вашему желанию вы можете немножко опустить кислотность с помощью раствора, например, молочной кислоты. Как приготовить раствор для корректировки pH, смотрите в другом видео. Ссылочка на него в углу экрана и в описании к видеоуроку. В результате у меня получилась достаточно густая эмульсия, но при этом она нежная и в прямом смысле слова тающая на коже. Но хочу уточнить, что окончательную вязкость данная эмульсия приобретет через сутки, то есть она станет еще плотнее. Я уверена, что мой урок был полезен для вас, поэтому не забудьте поставить лайк и написать в комментарии о ваших отношениях с пептидами в косметике. Обязательно переходите смотреть другие рецепты на моем канале и до встречи через неделю.